Привет, Китай! Это я, Романович, и я топовый колхозник. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала, на улицу век не пойду. Вы просто зацените мои башмалеты. Вот в таких вот башмалетах самое удобное передвигаться по даче, по огороду, на рыбалке. Но все-таки из колхоза иногда надо выходить. Это несмотря на то, что я в городе живу, из колхоза я частенько выхожу, но я в общем из термина колхоза, не конкретно дача. Дача есть дача, это не колхоз. Из колхоза надо выходить. И каким образом? Я зашел на AliExpress, это было 11.11.2018 года, помните, вот ту распродажу, и я там заказал кроссовки Nike, потому что я себе, несмотря на то, что занимаюсь видеоблогингом, не могу позволить кроссовки за 10, за 15 тысяч рублей. Короче, вы поняли, что я ваш человек, и я не зажравшийся блогер. Я заказал кроссовки оригинальные, якобы Nike на AliExpress, вместо того, чтобы отдать 10 тысяч рублей абсолютно за эту же версию, а то и больше, у нас здесь в российских интернет-магазинах. Сейчас мы посмотрим, это вообще оригинал или фейк. Ну и самое главное, скопаем какой-нибудь здесь огород. Погнали! Итак, смотрим, что это за кроссовочки. Это Nike Air Vapor Max Be-True Flyknit Breathable. Вот я такие кроссовки до этого, ну, по крайней мере, не слышал. Я найками не увлекаюсь. Но при этом я ввел эти кроссовки в других интернет-магазинах здесь, в нашем представительстве. Да, точнее, я бы даже сказал, европейское представительство магазинов. И там мне показали цену около 11-12 тысяч рублей вот за них. Теперь внимательно смотрим на мою цену. Они стоили на распродаже со скидкой. Место, по-моему, показывало 16 тысяч рублей. 4482. Я еще сюда навернул спецкупон от AliExpress на 411 рублей. И скидка продавца, это отдельная была. То есть это еще не в цену заложенная. Еще минус 411 рублей. И в итоге мне вышло 3659 рублей за вот эти вот кроссовки. И самое главное, вот эта подпись, внимательно смотрим. Original. Вот что нам надо знать. Итак, поехали. Чтобы вы знали, сейчас у нас на даче где-то градусов 5-6, а может быть и меньше, невероятно холодно. Я как дурак в бомбере. И при этом я могу сказать, что сейчас весна, официальный апрель. Вот только недавно снимали, солнце светило, было жарковато, а сейчас официальный апрель. Вот такой вот он официальный апрель. Эта посылка долго ждала своего счастья открыться, потому что, ну, зимой не было смысла открывать. В этих кроссовках зимой ходить, ну, невероятно, наверное, я считаю, тупо. Они грязь не переживут, зимой надо в нормальной обуви ходить, а без подворотов, это точно. Итак, все, закрыли, точнее, открыли посылку. Ну, серьезно, подожди. Подожди, я сейчас даже смотрю на коробку, уже такое ощущение, как будто я пришел в своем детстве на базар, а я, поверьте, много по базарам в детстве походил, мне одежду там покупали, не в каких-то бутиках. Возможно, даже коробка не оригинальная, но вот что значит, когда дошли до самих изделий, они должны быть оригинальны. В любом случае мы сможем пробить по специальному значению. Так, здесь у нас опять же указано размер, я здесь заказывал size 9,5. У меня, значит, размер. Это понятно. Здесь якобы даже типа под китайский, смотри, Original Nike всякие бумаженцы. И вот они, кроссовочки. Ну, цвет я точно такой заказывал. Ну, я говорю, я не ценитель кроссовок. Вы сейчас внимательно ценители кроссовок Nike посмотрите. Но даже я не ценитель, хочу сказать, ну не должно быть так. Ну, китайцы, мать его, ну не должно быть так, где бы вы это ни делали. Ну как? Даже видно, что Nike, ну как будто на ПВА клей сажался. Давай с этой стороны посмотрим. Ну, с этой стороны, ну очень тоже похоже, как будто это на ПВА сажали. И вы, наверное, продавцы думали, что, ну, типа, и проканает. Но вы хуже себе сделали. Мы сейчас сделаем рекламу вашего магазина на AliExpress такой, что вас закошмарят абсолютно все. Вы реально, что ли, в себя поверили? Так, давай вытащим стельку. Сейчас заглянем туда посильнее. Во-первых, на стельке якобы опять же Nike.
Nike, да? Посмотрите, вот я не знаю, я же говорю, я не носил, нет, у меня есть одни оригинальные кроссовки Nike, Рожки, кстати, да, но я вот не помню, там должна быть здесь вот значок оригинала или нет. Вот смотрите, вот так вот стелька выполнена. Сразу все, кто в теме, пишите в комментариях, отписывайтесь и говорите. Так, и здесь, в смысле, не от канала отписывайтесь, а отписывайтесь там. На канал только подписывайтесь, здесь чеснота. Внутри выглядит примерно как-то так этот кроссовок. Я, опять же, не понимаю, ну, вроде прошито неплохо, но мне что-то подсказывает, что это вообще не Nike. Это вообще не Nike. Это не Nike. Итак, и с этой стороны давайте внимательно заценим. Опять же, что у нас должно быть под подошвой? Вот здесь на одном, типа, якобы туда заламинирован значок Nike, но он, опять же, слабо выражен. А здесь у нас Vapor Max написано. Проставки вот такие вот огромные. Они типа, ну, такой гидрогель, я не знаю, как назвать, смотри, достаточно мягкие, типа там внутри воздух, ну, потому что они немножко должны пружинить при ходьбе, насколько я, опять же, понимаю эту всю тему. В общем и целом выглядит примерно как-то так. По размеру пока еще не понимаю, возможно, они мне даже будут мелковаты. Но я их в любом случае на ногу сейчас надену, потому что мы, мать его, пойдем огород копать. Ну, сижу я, значит, дальше тут разбираюсь со стельками, ну, вы серьезно гоните? Вот такие вот мятые, отвратительные стельки, вырезанные на коленке буквально, все какие-то замятые, без каких-то вот особо опознавательных знаков, хотя что-то здесь они пытались написать, и я не поверю, что это оригинал. Ну не поверю, вот сколько хотите, китайцы, доказывайте. Ну зачем врать? Алиэкспресс, вы же наоборот, по-моему, за то, чтобы у вас продавали оригинальную продукцию. Мы прошли те времена, когда продавали паль, и все было хорошо. Мы давно прошли эти времена. Я тогда мог заказать и думаю, ну это 100% паль. Сейчас Алиэкспресс очистился от паленых айфонов, вообще от паленого всего очистился практически. И мне казалось, что я могу со спокойной душой заказывать. При том, что эти кроссовки, вуаля, рекламировались на главной странице распродажи в тот момент. Можно бесконечно прожигать деньги впустую. А можно просто зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе Letyshops и возвращать часть потраченных денег с заказов к себе на карту. Достаточно всего лишь пройти по ссылке в описании, зарегистрироваться и установить специальное расширение для браузера, которое вы сейчас видите на экране, которое будет постоянно вам напоминать о вашем кэшбэке. Вы заходите в какой-то магазин, один из 1000, которые представлены в Letyshops, и вам сразу напоминается, что здесь есть кэшбэк, активируй и возвращай деньги. И весь прикол в том, что эти деньги не виртуальные. Их реально вывести на вашу банковскую карту. Их реально вывести на ваш мобильный номер. Их реально вывести на Яндекс, на Киви. Чем больше покупок, тем выше кэшбэк. Вот, например, взгляните на мой профиль. У меня уже больше 10 тысяч рублей кэшбэка и уже премиум статус. Поэтому экономь со мной, экономь как я. Дерзайте, народ. Фу. Поехали. Я вроде прям подбирал по своему размеру, там есть таблица специальная. Я переводил на свой размер. Ага. Ну, кстати, я так скажу, что они, в принципе, наверное, на ногу обычную узковато. У кого прям широкая нога, это будет жестковато. Я чувствую дискомфорт только по ширине. И то, возможно, если их перезавязать и так далее, то что-то неплохо получится. То есть так, по длине, у меня размер 43 я обычно ношу. То есть вот здесь палец, еще запас есть даже прям очень, я бы сказал, неплохой. Очень и очень неплохой. Ну, я понимаю, что они, скорее всего, даже будут дышащие. То есть, даже, возможно, они будут хоть и китайские, но плюс-минус дышащие. Но если я каким-то образом ошибаюсь, и это оригинал, я тогда умываю руки. Если кто-то за это отдает, я сколько, не понимаю, да, там 12-13 тысяч рублей, я тогда вообще в этой жизни ничего не понимаю. Если это оригинал. Если это не оригинал, то тогда я что-то в жизни, видать, понимаю. Thank you.
прям впритык. Прям впритык. Все-таки я бы, наверное, взял на размер больше. То есть у меня 9,5 на 43-ю ногу не подходит. Надо брать либо 10,5, либо если 10-й размер есть, ну тоже можно брать. Плюс-минус, наверное, они, я так думаю, еще подразносятся. Вот, конечно, с моими сапогами они вообще не сравнятся. Вы слышите? Вы слышите этот звук? Дико непривычно. Мы сейчас реально уже подумываем, что возможно... Так, что-то я еще раз на коробку посмотрел. А что, если это оригинал? И я просто ни хера не ценитель. Вдруг это реал оригинал? Или китайцы как-то спарили. Половина оригинал, половина не оригинал, но все равно. Я еще раз говорю, блин, у меня не было никогда такой дорогой обуви. За 12 тысяч рублей, что они стоят. Ладно, может быть, где-то они стоят 7 тысяч рублей. Даже за 7 тысяч рублей вот так сделанные стельки, вот так проклеенный Nike с какими-то пупырышками. Я, наверное, что-то не понимаю. Мир, труд, апрель. Все, весна началась. Что, на дачу только на съемки, что ли, ездить? Сейчас и огород с вами будем копать. Типа, знаешь, мне одному огород скучно копать. С вами весело, и вы посмотрите, что надо трудиться. Неважно, блин, сколько тебе лет, кто ты. Надо трудиться, дачу окапывать, если он есть. Червей собирать, черви потихоньку просыпаются. Но мы никогда этих червей не берем, потому что здесь черви беспонтовые. Но они серые, на них рыба клевать не будет, бесполезно. Я вам так скажу, в чем бы вы там ни были, копать огород можно легко, а вот в таких вот кроссовочках-то, найковских или полунайковских, я еще до сих пор не определился, идеально, отличненько, раз и пошло, еще лучше, чем в сапогах, полетело просто. Так что не надо там отнекиваться, я в кроссовках, я не буду копать, все мы копаем, главное аккуратно и не засрать свои кроссовки. Вот у меня новые кроссовки, видите, а я сразу копаю. А чё нет-то, бля? О, как хорошо. О, как хорошо. Достаточно удобные. На ноге, кстати, сейчас прям сели плотно. Не болтаются совершенно. Вот еще бы по тепловыделению я посмотрел, потеют ли сильно ноги или нет. Даже несмотря на то, что неважно, оригинал это не оригинал, в любом случае, вдруг их носить. Но знаете, что я вам сообщу? Беда тут есть одна. Не закажешь ты их больше на Алиэкспресс, по крайней мере, там, где я заказывал. То ли этот магазин все-таки реально понимал, что он занимается не совсем легальной, оригинальной продукцией, то ли, может быть, по каким-то другим причинам. Но когда я зашел на них, во-первых, сейчас нет этого лота, если перейти, к сожалению, этого лота нет. То есть, ой, там вот так вот происходит в приложении Алиэкспресс. А второе, то, что они до сих пор с каким-то новогодним оформлением, дизайном своего магазина, походу, они прикрылись. Потому что магазин, который действующий, ну, такого не происходит, уж поверьте мне. Так, последний вздох, выдох. И теперь идем проверять самое главное. Насколько эти кроссовки запасливые. Если бы я умел чечетку бить, конечно, я бы еще выбил больше. Ну, цените результаты мои. Раз.
2. Вот такая вот делюга вас ждет, если купите такие кроссовки. И если их гонять в демисезонный вариант, то есть когда ты и осенью в них ходишь по грязи, и весной, и зимой, вот такая вот ждет ботва. От вас я вот что требую. Напишите в комментариях, похоже это на оригинал, не похоже, особенно кто с найками прям на «ты». Я еще проверю на подлинность. На упаковке есть специальный номер, который можно якобы вбить на официальном сайте nike.com и посмотреть вообще, есть ли в базе такой продукт. Я еще это вобью. И давайте у себя в паблике ВКонтакте, если кто не подписан, подписывайтесь. Там я размещу пост и скажу, оригинал это все-таки был или не оригинал, опять же, по документации. Так что туда тоже подпишитесь и ждите. Ну а у меня на этом сегодня и все. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, ну и лепите лайчину. Как только под этим видосом наберется 5000 лайков, еще что-нибудь закажем с Алиэкспресс, такой вот типа вещи, оригинал, не оригинал, и потестим. Все, давайте, красавцы. Пока.